Всем огромный привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал. И сегодня я решила снять разговорное видео на довольно интересную тему. Начну, пожалуй, с самого начала. Не так давно мне пришел комментарий. Вот здесь вы можете его прочитать. Меня спросили о том, сколько же я зарабатываю на YouTube и реально ли вообще на нем заработать. Ну что же, если вам интересна эта тема, то не переключайтесь, берите с собой чай, печеньки и садитесь. Давайте пообщаемся в течение ближайших 10 минут. Конечно же, я буду рассказывать лично о своем опыте. Изначально на YouTube я шла, конечно же, с целью немного подзаработать для себя, но в итоге у меня вылилось это, конечно, в довольно бурную деятельность. Кстати, хочу отметить, что обычно я заготавливаю небольшой текст перед тем, как записывать видео, но в этот раз я решилась немножко обойтись без этого и просто без заготовки изложить вам то, что есть у меня в голове. Ни для кого не секрет, что заработок на YouTube варьируется от того, насколько часто у вас просматривается реклама. Если раньше длина видеороликов, которые можно было вставить официальную рекламу, была 10 минут, то есть длительность самого ролика, то сейчас, насколько я помню, его уменьшили до, по-моему, 8 минут. Это если я не ошибаюсь. Обязательно здесь вот прикреплю, правильно или неправильно я говорю. Так как большинство моих роликов все-таки длительностью идут более 10 минут, то, естественно, я старалась по максимуму хорошенько так напихивать туда рекламу. Ну, как по максимуму? То есть для меня в ролик длиною где-то примерно 10-15 минут вставить 2 рекламные паузы, это в принципе вполне нормально. Я считаю, что это даже много, наверное. Если же, конечно, ролик у меня длится где-то полчаса или даже минут 40, то туда я смело могу добавить где-то 4, а то и 5 рекламных пауз. Я, конечно, надеюсь, что это вам не сильно мешает в просмотре. Примерно за первый месяц, когда я начала вести свой YouTube, у меня тогда был выпущен один видеоролик, я, естественно, конечно же, не зарабатывала, как, впрочем, и во второй, и в третий, и в четвертый месяц, пока я вела свой канал. Почему? Потому что нужно достичь определенных целей, то есть нужно, чтобы на вашем канале было не менее 1000 подписчиков, а также, чтобы ваши ролики набрали, по-моему, 240 минут за последние 6 месяцев, возможно, это даже год. Вы должны понимать, что если не достичь этих рамок, у вас будет что-то не соответствовать на канале, то ни о какой монетизации речи не может быть вообще. После того, как я подключила монетизацию, мне, конечно, стало уже намного радостнее выпускать свои ролики, но я не думала, что заработок на YouTube будет такой низкий, если честно. Мне казалось, что на каждую 1000 просмотров мне будет капать определенное количество денег, но по итогу получилось не так, и первый месяц я заработала, наверное, $5. За следующие месяца, конечно, мой заработок стал расти, но в основном за один из месяцев я заработала почти $10, в другой месяц я заработала там 12, и так вот примерно плюс-минус каждый месяц у меня моя сумма не изменяется. Конечно же, я думала, что если выпускать больше роликов, то, скорее всего, мой заработок вырастет. По итогу все оказывается далеко не так. Сейчас, когда я выпускаю всего лишь один ролик в месяц, у меня монетизация пока что сильно не просаждается. У меня сейчас где-то, наверное, может быть $8 или $9 за месяц, только за счет того, что у меня до этого выпущено очень много монетизированных роликов, которые мне приносят за каждый месяц, да, может быть по $1, может быть по 50 центов, но все равно потихонечку, стабильно они приносят свой доход. Я уже пробовала, у меня был небольшой эксперимент на канале, когда я решила выпускать прям чуть ли не каждый 5-й день ролик, и тогда моя монетизация, это, наверное, был единственный раз, достигла почти $20 за месяц. Для меня это была прям большая победа, честно, потому что я прям видела прогресс. Конечно же, если вы будете выпускать больше роликов на YouTube, и чем интереснее будет тема этих роликов, чем больше ее будут смотреть и будут вас комментировать, как-то, может быть, продвигать, будут делиться, может быть, с вашими роликами на своих страничках, то тем выше будет ваш заработок, потому что чем больше вовлеченность, тем больше просмотров, тем больше, естественно, рекламы посмотрят люди, которые переходят на ваш канал. Подписки на самом деле мало влияют на просмотры, потому что иногда
Можно зайти на канал и увидеть печальную такую картину, когда, например, у человека 100 тысяч подписчиков, а просмотров буквально 10 тысяч, а может быть и того хуже, бывает и по 1000 просмотров. То есть это, видите, низкая вовлеченность. Поэтому за количеством подписчиков я особо и не гонюсь, но, естественно, просмотры, чем больше, тем лучше. По-моему, на данный момент сейчас у меня самый популярный ролик — это один из первых. Если я не ошибаюсь, там где-то в районе 40 тысяч просмотров. Я считаю, что для моего канала это очень даже хорошо. Теперь ответим на вторую половину вопроса. Давайте еще раз внимательно прочитаем. Тут спрашивается о том, можно ли заработать на YouTube. Я скажу так, однозначно, прям да, можно, нужно, но вы должны понимать, что просто так ничего вам здесь никогда не упадет. Если, конечно, у вас тема канала какая-нибудь, может быть, развлекательная, которую смотрят подростки, она может быть какая-то полезная прям для большого круга людей, то тогда, наверное, может быть, вы заработаете, не прилагая особых усилий. Но в нашей рукодельной сфере от этого никуда не денешься, и любой видеоролик, который я выпускаю на YouTube, мне приходится вначале обдумать, продумать, опять-таки отработать, только после этого выпускать. Потому что если выпустишь какой-то материал, который будет сырым, то, естественно, зритель со временем остынет к твоим роликам и будет их просто пролистывать. Они ему будут неинтересны, потому что он будет знать, что ага, я сплету по ее мастер-классу, значит, какое-то там изделие, а оно у меня потом не ляжет. Вот этого я больше всего боюсь. Поэтому прежде чем выпускать какое-либо изделие и снимать по нему ролик, я 10 раз его перепроверяю, стараюсь перепроверять, насколько это возможно. Есть у меня пару роликов, которые я выпускала прям очень быстро, и они у меня вот по чистой случайности сложились. Но в основном нужно все-таки вначале отработать материал, а только после этого его выдавать зрителям. Заработок на YouTube не только приходит от монетизации, есть такое понятие, как еще и реклама. Если у вас канал более-менее раскрученный, даже не обязательно, что на нем будет там 10-20 тысяч подписчиков, не обязательно. Если он у вас по просмотрам достаточно стабильный, может быть, у вас на каждый там видеоролик набирает там по 5-10 тысяч просмотров, то это уже звоночек для того, что можно принимать рекламные предложения, либо искать их самим. Я так уже делала на своем канале, и то есть за рекламу я брала бартером. То есть мне на обзор присылали какие-то товары, я на них снимала видеоролик, выпускала, это своего рода, естественно, реклама для рекламодателей. И после этого товар, который мне прислали на обзор, он, естественно, оставался у меня в качестве оплаты за мой труд. Ну и третье, что вы можете делать на рукодельном канале, это рекламировать свои изделия. Вы можете не просто их показывать готовыми и искать ваших клиентов, но и также, например, заниматься продажей мастер-классов. Я несколько раз так уже делала. Это работает хорошо, я вам так скажу. Но я бы вам рекомендовала не особо в это прям углубляться, то есть не делать канал с упором именно на продажу мастер-классов. Может быть, это, конечно, и будет работать какое-то время, но спустя небольшой промежуток времени люди могут просто отвернуться от вашего канала, им будет неинтересно. Они даже, если увидят оповещение, то они будут думать, ага, там, наверное, опять продажа какого-то мастер-класса, я не очень хочу туда заходить, и зачем мне тратить свое время, чтобы просматривать видео. Поэтому, скорее всего, со временем просмотры упадут, и не будет такого актива, и, скорее всего, канал со временем просто зачахнет. Но это опять чисто мои мысли. Если вы хотите делать канал чисто для продажи мастер-классов, то пожалуйста. Это как бы не возбраняется, и это вполне можно применять. Так что, подводя итоги, конечно, как основной вид деятельности YouTube это довольно сложная площадка. Может быть, она для меня сложная, может быть, просто из-за того, что у меня тематика канала такая. Не знаю, но я считаю, что это, скорее всего, площадка для того, чтобы иметь дополнительный доход, но не делать его основным. Я знаю кучу примеров блогеров, которые раскручиваются на YouTube и потом уже делают его как основной источник заработка. Но на данный момент для себя я не могу сказать, что это прям мой основной доход, потому что если бы я жила бы только за счет дохода, например, даже просто с монетизацией YouTube, я бы, скорее всего, не смогла бы заплатить даже за интернет. Я думаю, сегодня ролик у нас был такой немножко откровенный. Все-таки о заработке на YouTube постоянно спрашивают, и всем это интересно,
все думают, что сейчас я начну снимать ролики, и все у меня там будет прям в шоколаде. Я, если честно, тоже раньше так думала, но вот, как видите, спустя 3 года опыта ведения канала YouTube я могу сказать, что если как-то лениться, если не найти здесь своих зрителей, если не развивать канал, и если не соблюдать периодичность и, например, не вовлекать дополнительные способы заработка на YouTube, то никакой речи как основной вид деятельности идти не может вообще. То есть я вообще никак это не вижу. Мой канал это, конечно, больше для души, для вас также, опять-таки, потому что я люблю обратную связь, я люблю смотреть готовые работы, которые вы плетете по моим мастер-классам, как делаете отметки. Очень часто, кстати, они мне прилетают в Инстаграм. Мне нравится думать о том, что мои изделия разлетаются по всему миру, готовые изделия, не обязательно сплетенные мной, а сплетенные вами. Поэтому я буду продолжать свою деятельность на YouTube, но настолько, насколько у меня будет хватать сил, потому что на данный момент, например, я сейчас немножко подзатихла, и, возможно, это какое-то временное явление, возможно, нет, не знаю, ничего не могу сказать, но за периодичностью я теперь, скорее всего, гнаться не буду. Все-таки я для себя поняла, что YouTube — это моя отдушина, это мое хобби, это то, что дает мне положительные эмоции. И гнаться за какой-то коммерческой жилкой, ведя канал, для себя я решила, что не буду. Поэтому и платные мастер-классы бывают довольно редко на моем канале. На самом деле их было всего лишь пока что 2 штуки. В ближайшее время, скорее всего, появится еще какой-нибудь платный мастер-класс, но это точно не основная часть моего контента, который я делаю для вас. Так что большое всем спасибо, что вы досмотрели мой ролик до конца. А я желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.